Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас, политолог. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начнем мы наш разговор с очень интересных сообщений, или как видеокадров. В общем, приехали все на конференцию восстановления Украины. Слушайте, а правда, если так немножко поерничать, а чего не восстанавливать? Все больше и больше дронов летит, все больше и больше ПВО сбивает. Никакого воздействия, соответственно, не оказывают российские ракеты, российские там шахеды, герани, какие-то другие средства воздействия. Все нормально. По крайней мере, так нам говорят военные эксперты в телемарафоне. Ну и очень интересные персонажи. Аваков, Мустафа Наем. То есть четко мы можем, ну, скажем так, из этих кадров, да, этой конференции сделать вывод, что все уже готовятся к переделу, распилу денег на строительство, а о войне все забыли. Значит, заканчивается? Вряд ли, конечно, заканчивается, но многим хотелось бы поучаствовать в последнем издыхании нашей страны. Вот на самом деле многим хотелось бы, и появление Арсена Борисовича, да, это как подтверждение того факта, что какие-то где-то деньги можно еще урвать и потом концы опустить в воду. То есть на самом деле человек давно уже пропал из медийной повестки. Если вы вспомните, в начале военного конфликта в начале 22 года были какие-то фотографии, он там с автоматом в Киеве где-то фотографировался, потом он попал в какие-то мнимые списки на ликвидацию, которые вроде как составила Российская Федерация, но публиковали почему-то украинские СМИ. Среди прочих равных там были и журналисты, порошенковских телеканалов, ну прям все очень важные фигуры, которых прям Россия хотела ликвидировать, да, но почему-то не ликвидировала. И Аваков был среди них. Потом он уехал на свою виллу в Италии и, думаю, там себя неплохо чувствовал. Вот. А сейчас вот эти люди пытаются, они просидели 3 года, они поняли, что они давно уже не в теме и не в доле, а быть им не в теме и не в доле, это смерти подобно, как бы приходится же свои жить, так можно жить за наворованное, и у них появляется какая-то возможность. Вот они там лоббируют интересы, условно говоря, ездят в офис президента, рассказывают, что они могут договориться с теми или иными политиками в Европе, либо корпорациями, посредством которых Киев получит деньги на что-то. Ну вот тут самый важный вопрос: на что и кто будет давать эти деньги. Самый главный маркер – это была корпорация BlackRock, которая прекратила сбор инвесторов на восстановление Украины. BlackRock – это серьезнейшая мировая транснациональная корпорация, которой доверяют инвесторы. А раз она прекратила, значит, она понимает, что конфликт затянется и восстанавливать, возможно, уже не будет чего. И они не смогут объяснить никоим образом для своих инвесторов, куда подевались деньги. А по поводу Мустафы Наема, так мы же видим, что его там подругу назначают сейчас послом. Парень думает, что и он может как-то поучаствовать в подобных процессах. Ну, кроме вот этой конференции о восстановлении, коалиция желающих. Слушайте, потрясающая история. Ее, как обычно, препарировали вот этим обстрелом. Мол, смотрите, удары по Киеву, Зеленский в Риме. И, картинка как бы налицо, как всегда. Однако возникает ряд вопросов. Параллельно с вот этим событием в Риме и собранием коалиции желающих очень интересные встречи происходят на другом полюсе. Рубио встречается с Лавровым, перед этим переговорив с Ван И. И кажется, вот здесь будут гораздо более увесистые решения приниматься, нежели среди коалиции желающих, которая, запомнился только Мерц, который вышел, понятно, там в скандал попал Макрон со своим французским языком и королем. Понятно, что он тоже как бы потужный, он перед этим в Лондоне, понятное дело, выступал перед парламентом вообще. Но Мерц четко же сказал: все, путь дипломатии закрыт, дальше только война. Если синхронизировать, попытаться, по крайней мере, политически синхронизировать вот эти встречи Россия-США на уровне министров иностранных дел, там глава Госдепа, и вот этой коалиции, вот этих желающих, мы придем к общему некоему знаменателю. К нему, кажется, даже вот эта такая наотмашь риторика последних дней Трампа подводит.
Интересный момент, ведь действительно это совсем разные уровни переговорного процесса и делегации. Да, понятно, мы можем говорить, что с классической точки зрения дипломатии все-таки госсекретарь и министр иностранных дел это ниже, чем главы государств, но, знаете, тут вопрос, каких государств? Когда Остап Бендер, да, пошел выпрашивать деньги у главы райкома и говорил, вы меня не узнаете, тот говорит, не узнает, а я, говорит, поразительно похож на своего отца. Говорит, так и я похож. Так дело в том, какой отец. Так вот тут какой отец, какая страна. Вот папа, папочка, да, и детки, которые собрались в Европе. Это две большие разницы. Так вот, детки в Европе, они не принимают решений на геополитическом уровне, в отличие от помощников, да, ну в данном случае министров России и Соединенных Штатов Америки, которые общаются о реальных вещах. Есть публичная плоскость политики, фасадная и реальная плоскость. Так вот, на фасадной плоскости политики мы видим, что Трамп наделал массу серьезнейших заявлений антироссийских, антикитайских. Ну не зря же опубликовали запись 24 года, там, где он говорил, я Путину из Си сказал, что разбомблю Москву и Пекин. Опубликуют именно сейчас. Вот так вот в аккурат, в момент, когда идет накал страстей, видимый накал страстей между Россией, Соединенными Штатами Америки и Китаем. Китай, тоже не будем забывать, сказал, что он не даст проиграть России. Хотя об этом и речи не шла. Речь не шла, но это для китайской дипломатии это на самом деле очень резкое высказывание. То есть у них же политика дипломатическая строилась на трех отказах, да, публичных отказах. Отказ от чрезмерной конфронтации, чрезмерного сближения и посягательства на чужие зоны влияния. А тут Китай как бы публично говорит, если вы будете объединяться и давить на Россию, мы не дадим. То есть это звоночек определенный был там для Запада и для переговоров между Россией и США. Это отдельная китайская уже игра, потому что она с одной стороны выглядит как такая пророссийская, но с другой стороны, если Россия и США в данном аспекте ведут какие-то подковерные переговоры, а они ведут эти переговоры, и Китай со стороны наблюдает, он может жару подкинуть, что сказать, ау, вы там договариваетесь с Россией, но мы договорились раньше вас. Мы договорились раньше вас. И вот это посыл больше американцам. Но сама суть в том, что Трамп делает резкие заявления, начинает ругать уже министра обороны, дескать, он сам прекратил поставки оружия для Киева. Хотя, здравомыслящие люди прекрасно понимают, что никогда министр обороны сам не примет такое решение без санкций Белого дома. Не примет, он же не дурак. Как такое возможно? Даже в Украине министр обороны не принял бы такое решение без санкций офиса президента. Ладно. Дает 10 ракет. Военные эксперты говорят, что это просто смехотворно. Если на этом остановится, то 10 ракет хватит максимум на отражение одной атаки. Может быть 2, если будет в одной атаке лететь 1,5 ракеты и во второй столько же. Да? То есть это не серьезный шаг. А все остальные поставки находятся под большим вопросом. И тут Трамп заявляет, что вот Россия такая, пересекая, мы будем жестко с ними общаться, я недоволен Путиным и прочее. То есть выстраивает в публичной плоскости риторику, при которой его нельзя обвинить в пророссийскости. Нельзя. Он же такие заявления сделал, что он готов был ударить по Москве. Параллельно с этим разморозил поставки Украине. А на деле что? На деле это пустые слова, которые ничем не подкреплены. Готов он был, не готов, я думаю, там посмеялись. Кремль ответил, такая риторика у Трампа. У нас все в порядке. То есть у нас с Россией, с Соединенными Штатами Америки все в порядке. Зеленский получил всего лишь 10 ракет и каких-то там несколько зарядов для гаубиц, для чего там ему передавали. И на этом пока все. И встречается Рубио с Лавровым. И вот они обсуждают, я уверен, процессы выхода Соединенных Штатов Америки из украинского кризиса. Посредством передачи контроля для коалиции желающих, неважно, да. Опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы с вами неоднократно говорили, если американцы публично выйдут, не факт, что они перестанут поставлять оружие. Вопрос, какое оружие, да, для каких систем, через европейцев. Либо для европейцев, а европейцы уже на их волю, что хотят, то и делают. Это интересная и важная вещь. Я думаю, что Лавров с Рубио будут обсуждать, как и
добычу полезных ископаемых, помимо дипломатических договоренностей и международной политики. Это важный момент. Об этом американцы как бы беспокоятся. Россия делает импас, говорит, что вы можете добывать и на тех территориях, которые контролирует Российская Федерация, и на территориях там в глубине Российской Федерации, да, вплоть там до добычи алюминия вместе с Русалом, ну и в Красноярском крае. То есть очень много подобных заявлений звучало, которые дают американцам возможность либо публично показать, что они выстроили такую международную политику, при которой Трамп может посылать кого угодно, общаться со всеми свысока, но тем не менее дела с ним никто не прекращает вести. Очень интересная на самом деле позиция, чисто американская, чисто такая жесткие переговоры именно американских мальчиков, как они любят сами себя называть. Александр, но ввиду поставок вооружения в Украину, какая муха Дуду укусила? Понятно, что он уходит, понятно, что как бы остается там буквально меньше месяца, да, до вступления Навродского на должность, но его... это нельзя, конечно, говорить истерика, но это такой достаточно недипломатичный и повышенный тон по поводу аэропорта Жешув, который, елки-палки, они начали как бы приватизировали. А, извините, это наши дороги, это наш Жешув. Поляков недооценивают. Помощь, видите, как наотмашь. Вот такое отношение. Мы вообще его закроем на ремонт и доставляйте как хотите. Ну, нужно учитывать, мне кажется, даже возраст Анджея Дуды. Он довольно-таки молодой политик, и вряд ли он решил уйти на покой. Скорее всего, он делает подобные заявления для старта своей политической карьеры дальше. Да? Но не для старта, а для продолжения. Возможно, партии, возможно, он будет планировать баллотироваться через президентский срок. Все прекрасно понимают, и социологические опросы подтверждают это. Недавно опубликовали опросы среди польского и венгерского населения по отношению к Украине, и большинство сказало, что Украина для них это угроза, а не союзник, причем угроза не только для их стран и народов, но и для Европейского Союза. И нельзя забывать истинное отношение поляков к украинцам. Холопы стеринов-сходних. Это не я придумал, они так нас называют. Они украинцев называют холопами из стеринов-сходних. То, что временно они приумерили свой пыл, да, так стисли зубы и начали там выделять какие-то компенсации, сдавать украинцам квартиры, давать им возможность работать, подчеркиваю, на черновой работе. То есть речь не шла о каких-то высокооплачиваемых должностях. Их занимают поляки. Украинцы работают на черновой работе. Это было все временно. Во-первых, за это Брюссель платил большие деньги. Об этом, кстати, польские чиновники сказали: если вы думаете, что мы занимались благотворительностью, то мы хотим вас огорчить. Поляки на этом заработали в 3 конца сверху. Поэтому понятная была история. Но отношение к украинцам не поменялось. И вот эта вот игра на электоральных настроениях, дескать, вот посмотрите, украинцы настолько обнаглели, что они, правильно вы сказали, чуть ли не приватизировали наш аэропорт. Да? А более того, Россия же неоднократно уже делала заявление о том, что, опять-таки, дипломатические заявления, да, о том, что будут, возможно, нанесены удары по подобным аэропортам типа Жешува, по местам, которые принимают оружие, передают Украине оружие. Опять-таки, говорил об этом не Владимир Путин, то есть это не высшие чиновники, об этом говорили политики российские, но об этом звучало часто. Медведев об этом неоднократно говорил, да. Поляки это читают, поляки это слышат. Почему бы для Дуды не воспользоваться этой риторикой запугивания поляков? Причем, опять-таки, у них на государственном уровне, даже не только в Польше, но и во всех странах Европейского Союза, риторика, что Россия скоро нападет, она набирает обороты. То есть даже тот же Мерц, что необходимо милитаризировать Европу, что вот Россия сейчас закончит с Украиной и перейдет на Европу. Это чушь несусветная на самом деле. Но они таким образом разогревают настроение в массах и легитимизируют заработок на военно-промышленном комплексе. А тут появляется возможность еще и на электоральных настроениях сыграть, запугиванием поляков, что вот Россия там может ударить. Так почему мы должны отдавать вот этим украинцам, которых мы не любим, да, мы их терпим, потому что они воюют с русскими, потому что поляки больше украинцев ненавидят только русских, но так у них
повелось. Вот. Почему мы им должны отдавать свою транспортную инфраструктуру и аэропорт, да, по которому может прилететь? А прилететь, потому что мы им передаем оружие. Это очень плохо. И Дуда эту тему, я думаю, что он ее оседлает и будет сейчас такую антиукраинскую риторику поднимать. И на этом, кстати, неплохие рейтинги себе соберет. Зеленский делает заявление по поводу ударов. Ну, это, в принципе, ожидаемое, да, вот эти как бы его слова, что Путин хочет, чтобы люди убегали из Украины, страдали, чтобы жизнь была уничтожена. Не только возле передовой, а и вообще. В общем, Путин отбросил все мирные предложения и только эскалирует, призывает всех партнеров, ну, в общем, давать деньги на ПВО. Ну, то есть, вот это вот основной как бы посыл, который подкреплен вот этими ударами. Однако есть определенный, ну, что ли, привкус вот сегодняшней политики Зеленского, в том числе и на международной арене. Какие-то тучи ходят над Ермаком, тучи достаточно, ну, такие грозовые, можно сказать, потому что бывший советник Венса критикует Ермака, Экономист, до этого Политико, разные другие издания. В общем, какой-то, ну, я вам хочу честно сказать, какой-то вот прям очень своеобразный период для украинской власти, для украинских элит, вот этих 5-6 менеджеров и круга самого ближнего для Зеленского. Мы отсюда не отбрасываем ситуацию с Чернышовым, который считается близким, который вице-премьер под залогом. Это нонсенс. Так не бывает в нормальных странах, ни в каких странах. Вот сейчас многие проводят параллели, перебрасывают мостик, например, на Российскую Федерацию, где, извините, посадки за посадками. Можно так прям сказать, что придет, ну, помните этот лозунг, придет весна, сажать будем, да? Только вот это вот в России сейчас происходит. Одного за другим. Некоторые там не выдерживают и срываются, да, на, ну, скажем так, ну, то, чтобы сократить свой век, да, самостоятельно. Некоторые попадают, некоторые там уже не откупишься. В общем, война же. То есть абсолютно в России происходит такая история. В Украине же как воровали, так и воруют. Наоборот, идет кампания, что НАБУ нехорошее, НАБУ неэффективное, НАБУ коррупционеры. То есть антикоррупционный орган, коррупционеры. Все чисто по-украински. Более того, я не знаю, насколько вот эту элитарную как бы историю можно увязать с сегодняшним катастрофическим событием на самом деле. То есть в Киеве же мы этого не наблюдали. А если наблюдали, то очень изредка и на каких-то таких низовых уровнях. Полковник СБУ застрелен во дворе, в своем дворе многоэтажных домов. Причем есть камеры, уже есть подтверждения, что сначала как-то пытались скрыть, но там особо не скроешь. Там Червинский, которого судили за то, что он там неправильно навел на аэродром, он подтверждает, говорит, что этот полковник, он причастен к диверсиям и к спецоперациям на территории России, поэтому четко, говорит, след российский. Но другие смотрят на это немножко по-другому, как элемент вот этих внутренних разборок. То есть Банковую затрясло. И вот эта старая, ну, как бы старая риторика международная как-то вот очень выглядит, ну, несвоевременной, неактуальной. Как вы оцениваете положение дел вот именно в террариуме на Банковой? Да, интересно, конечно. И я еще маленькую ремарку к тому, что вы с самого начала сказали насчет риторики Зеленского, что, дескать, Россия срывает переговоры, не хочет мира, а вот Зеленский хочет. Вот чисто на логику я даже не буду оценку свою давать, пусть зрители сами дадут. Вот 2 дня назад Хакан Фидан делает заявление, министр иностранных дел Турции, о том, что в общении с Лавровым Россия передала Турции, что готова к 3-му раунду переговоров, и теперь Турция ждет ответ от Киева. Где ответ? Где ответ от Зеленского и его команды, которая очень хочет мира, которая хочет переговорного процесса? Почему Россия, которая, по словам Зеленского, не хочет переговоров, соглашается на 3-й раунд, а Киев, который хочет переговоров, не соглашается. То есть Турция ничего не... Потому что если передали, я думаю, что МИД Турции сделала бы заявление, что Киев также готов. А так тишина.
да, и мертвые с косами стоят. То есть вообще нет никаких ответов. Что касается Ермака, его поездок, ну, гениальный человек на самом деле. Андрей Борисович – это такой грейсмейстер в кидалове, да, вот именно в политическом кидалове. Он умеет кинуть так филигранно, да, что потом все за голову берутся. Причем филигранно не с точки зрения красиво, аккуратно, а настолько по-тупому, да, и именно на уровне, я не знаю, дворового, да, даже на дворовом уровне, не на политическом. Можно на политическом так кинуть, что потом ты улыбаешься и предъявить ничего не можешь, да, чувствуешь, какой же это гениальный человек, а какой идиот, как меня развели. Здесь не так. Вспомните 21 год, вот, или нет, даже не 21 год, 20-й год, переговоры между Россией и Украиной, и тогда говорили, что вот у Ермака очень серьезные переговорные позиции. Ермак тогда, если не ошибаюсь, напрямую общался то ли с Козаком, да, то ли с кем-то из такого высокого уровня российской дипломатии. Многие эксперты упоминали родственные, ну не то что родственные связи, а отец Ермака был резидентом КГБ в Афганистане, если не ошибаюсь. Вот. И еще с тех времен по связям отца у него остались довольно-таки глубокие взаимоотношения с российскими спецслужбами. И он является шикарным коммуникатором, который может выстроить любую коммуникационную линию. Об этом же обсуждали, ну, часть, конечно, закрыто говорили, да, часть открыта, но, тем не менее, то, что Ермак сейчас договорится, это факт. Его пытались дискредитировать, там, порошенковские политические силы, дескать, он пророссийский, в него там зв'язки с Россией, тому він за Украину и прочее. В итоге что получилось? Наобещали России и в итоге просто кинули. Кинули так по-тупому, что ну я тогда за голову взялся. Ну так же нельзя, ребят. Нельзя сказать, да, мы это сделаем, а потом решить, да, мы передумали, мы не будем это делать. Ну вы же не в детском садике. Ты не в Санаханте находишься, да, что там скидка была, а завтра уже скидки нет. Поэтому, собственно говоря, бери то, что есть, либо качай, либо плати. Так уже нельзя на международном уровне. И, собственно говоря, эта история, вот она привела к интересным результатам, да, к кровавым результатам, которые случились. Андрей Борисович на этом не остановился. Он во всех проявлениях гениален. Он поехал договариваться за Зеленского в Штаты, потому что понял, что у Зеленского дела плохи. А Зеленский близкий. Ему нужно помочь. Его ж нельзя оставить, потому что это ж хлеб и соль Андрея Борисовича. Он поехал, значит, в Штаты, я так понимаю, предварительно не согласовав ни с кем, ловит Рубио в коридоре. Ну, мы с вами это обсуждали, это цирк и это позор на самом деле. Это было реально позорное действие, после которого, я думаю, что американцы, у которых, в отличие от Киева, школа дипломатии довольно-таки сильна, особенно там у республиканцев, да, которые там основываются на Киссинджере, да, и на подобных серьезных геополитических мыслителях. Они на это посмотрели и поняли, что это большая наглость. Соответственно, как бы Ермака, ну, я думаю, что даже могли на эмоциональном уровне просто заблокировать ему какие-либо контакты. Костюм он надел, не костюм он надел, но его поведение вызывает раздражение. Соответственно, раздражение вызывает не только поведение Ермака, но и всего режима Зеленского. То, что он делает, то, как он себя ведет, как он пытается там подлизываться к тому же Дональду Трампу, а потом едет к Макрону, да, к Мерцу и Стармеру и начинает говорить: ребята, да я с вами, я за британскую линию, мы кинем тех американцев, будем воевать до последнего украинца, вам это надо, а я за вас, мне это тоже. Ну что, американцы этого не видят? Или американцы этого не понимают? Или он думает, он сейчас послов поменяет и что-то изменится? Да нет, на самом деле это цирк. А то, что происходит, тут последняя часть вашего вопроса, внутри этого террариума, да, ну, внутривидовая борьба всегда сильнее межвидовой. Многие понимают, да, что позиции того же Зеленского, они ослабевают. Соответственно, позиции того же Ермака ослабевают. И Зеленский с Ермаком понимают это, ну, лучше всех остальных. Поэтому они начинают эти все рокировки, отзывать послов, да, менять на более лояльных к себе, на менее, условно говоря, завербованных спецслужбами тех государств, в которых они находятся. Сейчас вопрос стоит, до сих пор подвешен вопрос с главой переговорной группы и в Стамбуле, и с министром обороны Умеровым, который, ну, крайне не устраивает Зеленского, потому что человек конкретно ориентирован на американскую администрацию. Он гражданин США, дети там живут, недвижимость, прочее, он ориентирован на них.
Он понимает, что вот есть задачи от Америки, он хочет их выполнять. Ермак с Зеленским. Ермак пытался усидеть на двух стульях. Ему показали, что так не получится. Ты либо с Америкой, либо с Британией. Ну, судя по всему, он выбирает Британию. Сейчас с Зеленским они будут тонуть вместе. Прецедент с убийством полковника СБУ. Это, ну, во-первых, это не то, что там что-то новое, но достаточно на протяжении этой войны вещь нетривиальная. Нетривиально, но давайте вспомним, что в начале боевых действий убили переговорщика, да, причем убил ли его именно СБУ, хотя он был там сотрудником ГУРМУ, потом Буданов выступил с прямой речью, сказал, что вот это наш человек, которого убили в машине СБУ и выбросили возле суда. Это было, и это было не только... Это просто очень громко тогда звучало. Люди все испугались, которые хотели мира там, да, и пытались договориться о мире, о какой-то политике урегулирования. Они поняли, что либо политики в Украине не существует, либо вы действуете по траектории, которую задал тогда Борис Джонсон и подтвердил Зеленский, либо вы мертвы, либо вы просто куда-то уезжаете, теряетесь. А то, что вот сейчас произошло, ну непонятно. Ну могли это сделать российские спецслужбы? Возможно, могли. Почему? У них есть такая возможность, да. Но опять-таки нужно ждать официального заявления. С другой стороны, а зачем российским спецслужбам убивать какого-то полковника? Если убивать, то уже убивать там человека, принимающего решения, не на оперативном уровне, не на тактическом уровне. Ну что это изменит? Ну, в сущности, ничего. Я понимаю, что если бы это была какая-то планомерная, целенаправленная кампания, которую Россия там начала, и начали просто одного за одним ликвидировать, да, то есть выбивая личный состав. Вот выбивая. Ну, как, например, там Израиль делал на территории Ирана, запуская ракеты конкретно там по главам КСИР, да, по военному окружению Аятоллы Хаменеи, вот это логично было, это понятно. А одного полковника, ну, выглядит, мягко говоря, странно, а понимая уровень возможностей, да, и уровень российских спецслужб, мне кажется, что непоследовательность это точно не про них в данных подобных каких-то вещах. Может ли это быть внутренняя борьба? Я этого тоже не исключаю. Почему нет? Мы понимаем, что СБУ это не просто карательный орган, да, который там, ну вот многие политические, вот карательный орган. Нет, это еще орган, который занимается бизнесом, и бизнесом очень серьезным. Нравится это кому-то, не нравится, но СБУ может прийти закошмарить любого бизнесмена, неважно какого уровня, пусть то крупный бизнес, пусть то малый бизнес. Найти у него в офисе какой-то документ, который связывает эту компанию с российскими поставщиками, закупщиками, либо фотографию владельца, это автоматически дает возможность СБУ либо взять большие деньги с человека, да, чтобы забыть, замять, либо просто отжать бизнес. А поверьте мне, найти у кого-то российский паспорт, либо удостоверение какое-то, либо бумажку, ну это ж вот так вот, как 2 плюс 2 делается. Это не проблема. Поэтому СБУ могут быть и внутренние у них конфликты. И, соответственно, я не исключаю возможности, что могли ликвидировать этого человека из-за каких-то финансовых дел. Опять-таки, могли его ликвидировать еще западные разведки? Тоже могли. А вдруг, например, это был агент влияния, который вышел из-под контроля? Вышел из-под контроля какой-то из разведок, либо пошел на сотрудничество с другой. Может это быть? Да. Ну, то есть, пока мы... Хотя даже, говорю, хотел сказать, пока мы не узнаем официальной информации. Да мы никогда не узнаем достоверной информации из официальных источников, да, почему он был ликвидирован. Спишут все на Россию. Ну, это проще простого. Вот это сделала Россия. Это точно так же вот по поводу денег все как бы не понимают. Ну, просто когда украинцы начинают прозревать, абсолютно, ну вот опять-таки, в чем прозрение заключается? То есть Бигус – агент СБУ. Буткевич – блогер, которого забрали в ТЦК, подняли крику до неба о том, что как так, он же там непригоден, что ж вы делаете, почему так. Все как бы кто-то за, кто-то против, но все вспоминают видео того же Буткевича, который, смотрите, да, те, кто не идет служить, они такие сяки, но когда коснулось лично его, подняли вот такой, как бы, такую волну, но, по-моему, тщетно. Ну, я, если честно, не удивлюсь, если его отпустят. То есть в чем прозрение заключается? Вот даже по поводу там... И тоже там, да, что Буткевич агент ГУР.
сразу запустили. ГУР вынуждена была опровергать, говорит, он не наш агент, отстаньте, пускай служит спокойно. Ну, вот в таком духе, знаете. То есть такой происходит какой-то замес лютый вокруг фигур. Ну вот Стерненко, да, который там, Малюк его лично защищал, охрану, люди начинают немножко, ну, как бы складывать пазлы. В то время, когда там человеку, ну, нельзя перекинуть там определенную сумму с карты на карту, да, сразу там финмониторинг, что это такое, там, а вот налоги, с OLX нельзя продать ничего, потому что там сразу приходят к тебе и стучат в дверь, плати налоги. Понимаете, в чем дело? То есть они выкладывают скрины, когда там 1, 2, 3, 4, 5 там на банке заходят. Все начинают немножко сопоставлять эту картину и понимать Притула, там, Стерненко, а как это работает? То есть им можно, волонтерка не облагается никакими налогами, и все начинают как-то вот прокручивать, а может это прачечная какая-то. Ну, условно, пришли к бизнесу, бизнес должен дать денег. Как дать денег легально, чтобы... Ну, вот так. А эти все дроны, как выяснилось, это просто экспериментальные партии стартапов, американских компаний, которые там внедряют, тоже интересуются этой темой, чтобы в будущем зарабатывать, и как бы Украину как полигон испытывают. И вот эти все там Нептуны, за которыми почему-то китайцы охотятся. Нептун, разработка 70-х годов, ракета, просто ее переделали с противокорабельной на вот эту вот, которая может, там, по наземным целям стрелять и поражать. То есть, в принципе, ничего там нового, сверхъестественного нет. Но нашли 2 китайцев, их СБУ приняли, и, в общем, вот так. То есть, много получается несостыковок в этом потоке, да. И вот в этом всем, истина, с одной стороны, глушится, а с другой стороны, проявляется наружу, и люди начинают немножко прозревать, и даже в проплаченной социологии говорят, ребята, нет, большинство, мы не идем к светлому европейскому будущему, идем к разрухе. Разрухе, которую не восстановишь конференцией. Когда Зеленский выходит сегодня и говорит, только друзья Украины, вот эти страны, которые там друзья, будут принимать участие, а те, которые помогают России или как-то косвенно связаны, вот те не будут. И создается образ, что очередь стоит и выстраивается к Украине, чтобы ее восстанавливать и осваивать эти деньги. Куда Зеленский ведет страну? В бездну. Куда он ее ведет? В бездну, причем ведет уже давно и, наверное, еще до начала военного конфликта. С тех реформ, которые он принимал, с рынка земли, с большой приватизацией, с введения людей, не соответствующих занимаемым должностям, в адаптации на государственном уровне иностранных агентов, причем иностранных агентов, это не как в России, да, там иностранных агентов, да, там людей, которые там, не знаю, там ютубом занимаются, а агентов, прям агентов, да, серьезных структур, вот о чем речь идет. То есть вы вспомните, кто занимался, к примеру, еще до войны таможней, Соросенок, да, забыл, как его зовут, такой с бородкой был, в скандалы попадал частенько. Нефедов, да, Нефедов. Так конкретно парень из Кодла Сороса, да, и на все другие должности он их назначал. Но я не знаю, я не человек, который никогда не злорадствует, да, и никому зла не желаю. Я считаю, я верующий человек, считаю, что это неправильно. Но я от души посмеялся, что все-таки, Бог видит, да, и бумеранг на земле существует. Смешно было, когда этого Буткевича взяли, который кричал, визжал о том, что ТЦК имеют право делать все, что угодно. А кому это не нравится, пусть идут и там дальше трехэтажным. Да? То есть, там матюков было очень много, соответственно, повторять мы их не будем. Он кричал, и тут за ним пришли ТЦК. Казалось бы, раз ты такой уже герой, да, так бери, пожалуйста, автомат в руки и беги на передовую. Скажи, покажи своим примером. Я кричал, нет, тут сразу заднюю начал давать. Фраерок. А жена его сразу ныть начала. Как так? Он же слепой, косой, кривой, ему нельзя воевать. А всем остальным можно, когда без кисти руки берут. На улице ловят, в гипсе берут, инвалидов, стариков. То ж видно, что человек там болен, например, сколько видео было. Им можно погибать, а Буткевичу нельзя? И тут Гурмо, конечно, порадовало вдвойне на самом деле.
Потому что я думаю, что парень пытался примазаться. Я думаю, что они все, Александр, они все сексотили какой-то спецслужбы. Да, кто-то в СБУ, кто-то в ГУР, кто-то еще куда-то. Ну, в основном на СБУ работали, ГУР – это редкость. Вот, но тем не менее. То есть, вот такая вот история. Они сексотили, да, тот же Стерненко. Он когда человека зарезал в прямом эфире, его ж почему-то выпустили, хотя это был доказанный факт, да, там суд был, ничем не закончился. А потом парень стал известным блогером. То есть, потом его начали раскручивать. Потом он начал выходить на протесты против Зеленского, опять-таки писать матюки у него на офисе президента. Мы же это все помним, это было буквально недавно до войны. Потом он надел очки, интеллигенцию начал из себя строить. И вот его раскрутили. Сейчас это уважаемая личность, которая ходит с охраной, ездит довольно-таки не на плохом автомобиле, потому что еще до 22 года он мечтать об этом не мог. Вот, а во время войны вот он, в принципе, зарабатывает шикарные деньги. И та версия, которую вы озвучили, предположили, да, что это может быть прачечная, я уверен, это и есть прачечная. Он на зарплате. Он на зарплате у куратора СБУ находится. А куратор СБУ под четким руководством своего начальника, да, и разумеется, с согласованием офиса президента выполняет вот эти вот финансовые махинации. Тот же Притула. Есть, конечно, какая-то кучка дураков, которые действительно присылают им деньги. И видишь, что ладно, один раз спутник украл, ну и бог с ним, надо же прислать ему на дроны, да, теперь на дронах сворует, потом машину новую купит, потом жене часы хорошие. Ну, в общем, короче, история такая, что люди есть на территории Украины, и их, к огромному сожалению, немало, которые вот просто вот так вот ударяются головой в стену и потом думають, ні, ну в этот раз уже точно буде по-другому. Притула не може обманювати, він хороший, він правильний, то все наклеп. Вот, и они так раз 10 отправляют. А так, да, вы правы, это чистый отмыв денег. И опять-таки работает именно контора, которая кошмарит бизнес, и бизнес помогает. Вот ты хочешь, чтобы мы тебя не кошмарили, помоги армии, почему нет? И бизнес идет в волонтере через Притулу либо Стерненко. А этот пост мені потрібно 200 миллионов. Ну, неплохо, ну, мне тоже надо, да, и многим надо, 200 миллионов потрібно. Они настолько разжирели в этом, что они перестали даже объяснять, на что им деньги нужны. Это шикарный подход. Это значит, что людей за стадо нестриженные держат, которых можно стричь постоянно. То есть мы даже не объясним, зачем мне эти 200 миллионов. Вы просто пришлите, а я вам потом скажу. Или помните, как этот Гороховский собирал на дрон, а купил себе там что, Бентли новый, да, или Мерседес. Вот, ну, пошутил, говорит. Или на дрон, на что он там собирал? Тоже там 10 миллионов ему скинули. Или 20 на ядерное оружие он собирал. На ядерное оружие он собирал, да. А купил в итоге себе Мерседес. Ну, короче, суть не в этом. Новый. Вот, потому что у него и до этого был. Суть же не в этом. Суть в том, что вот такой подход. А если людям это подходит, почему тогда условные разводящие должны менять свою схему? Ну, если нравится. Я не буду называть людей тем словом, которым их называют разводящие, да? Но если людям нравится, они дальше ведутся, они не протестуют, они не подают в суд. Почему люди, которые отправили Притуле деньги на этот не беспилотник, а спутник, массовый иск не написали? Почему? Это же ваши бабки, вы же их кровные отдали. Я уверен, что богатые не скидывали. Богатые не скидывали. Скидывали, ну, условно, там, жители сел, которые телевизор дивляться, либо подписаны там на YouTube, да? Вот они скидывали, у которых денег-то немного. Ну, чтобы купили себе поесть лишний раз, либо какую-то одежду, либо ребенка, не знаю, там, оздоровили как-то, да? Они скинули Притулы и не пишут, потому что и так нормально. Ну, понятно, вот они дальше продолжают разводить и кошмарить. Почему нет? Просто понимаете, в чем дело? По поводу разводилова и кошмаринга я немножко поразился, когда вот сегодня сообщили, что в Днепропетровской области накрыли, ну, колл-центр очередной. Ну, как бы, понятное дело, что там, в общем, из 1000 с чем-то компьютеров изъяли, всех выстроили по стеночке, руки за голову показали. То есть, ну, вот как бы деятельность, да? Они занимались тем, что, ну, в общем, многих людей звонили и, в общем, разводили на деньги. Но когда они показали, что от этого колл-центра ездили на автомобиле с рэп, вот это сразу понимаешь уровень. Солидно. Рэп на пикапе,
модном, которое там ну, редко такого качества машины, в принципе, встретишь на фронте, хотя ну, машины долго не живут, но тем не менее. То есть модный пикап у них там крутой, там рэп установлен. То есть и ты сидишь и думаешь, подождите, так рэп, ну, не хватает же рэба бойцам на передовой, есть, это же как бы целая история. А у колл-центра есть. И ты немножко сопоставляешь вот эти факты, подождите, а вот мы там все закупаем, Европа все дает, Запад все давал, гуманитарка, все. А где это все? В чьих руках это все находится? Урсула на конференции восстановления сказала, что мы главный донор, миллиард 850 мы выделили, мы еще добавляем миллиард в качестве микропомощи. В общем, 3 миллиарда мы даем гарантии, разные инструменты под технологическое развитие Украины. Короче, Урсула как бы направо и налево банкует. Банкует Урсула. Но вопрос-то заключается, вот все-таки хочу сфокусироваться на том, что как бы такой пас давал я вам выше. Так о каком светлом будущем европейском мы говорим, если в него уже украинцы даже не верят? Хороший вопрос. Особенно нынешняя статистика, которую даже публикует КМИС, да, то есть, который согласовывает все свои публикации с офисом президента. И даже КМИС публикует. То есть мы можем умножать на 2. Ну, я маленькое отступление к рэбам на машинах, да, но не могу обойти стороной эту тему. Я скажу, что это хорошо. Пусть ездят. Там такое излучение от рэба, да, что мужская половая система потом может желать лучшего и размножаться эти негодяи не будут точно. То есть пускай ездят с рэбами. Вот. А насчет людей хочу предупредить. Просто не отправляйте никому деньги. Вот реально не отправляйте. Но этих мошенников развелось, их крышуют. Никогда ни один мент полицейский не найдет. Вот не найдет этого мошенника. Просто не отправляйте. Проверяйте, кому вы что шлете. Да, и не диктуйте свои номера карт. Такая социальная реклама у нас получилась. Вот. А теперь возвращаясь к тому, во что верят украинцы и чего ждут. Всегда будет определенная группа, я бы даже сказал, каста украинцев, которую устраивает сегодняшнее положение дел. Это либо очень глупые люди, которые не видели и не понимают, да, лучшей жизни, либо те, которые с этого имеют свой гешефт. Все же остальные прекрасно осознают и понимают, к чему это все привело. Глупые люди – это те, которые не осознали, к примеру, к чему привел Майдан. Они до сих пор считают, что это очень правильное явление было, да, разрушение государственности. Я не могу считать, что это люди, которые могут работать над своими ошибками. Все люди ошибаются, да, но принять эти ошибки, осознать и потом сказать, да, я ошибся, а это надо сделать, потому что по всем показателям, да, мы прекрасно понимаем, какая Украина была до Майдана, какая Украина стала после Майдана и к чему и что стало отправной точкой, нулевым километром того, что мы видим сейчас на улицах нашей страны. Это именно произошло тогда, не в 22 году, а еще в 13 году это произошло, разрушение государственности. Но хочу такой, знаете ли, маленький эксперимент провести. Вот если Зеленский и его окружение считают, что украинцев в большинстве своем удовлетворяет ситуация внутри Украины, да, и они поддерживают Зеленского, мы, собственно, слышали это не только от социологов, но и от представителей офиса президента, там Михаил Подоляк, да, дальше тот же Андрей Борисович об этом неоднократно говорил, Зеленский говорил, что его там поддерживают свыше 70%, для американцев они это заявляли. Откройте границы. Вот проведите социальный эксперимент, откройте границы, и тогда вы увидите, сколько людей реально вас поддерживают. Более того, та часть населения, которая останется и не выедет после открытия границ, тоже должна быть поделена на две части, да, с точки зрения количества поддержки Зеленского, потому что будут еще люди, которые физически ограничены, не могут выехать. Например, там очень пожилые пенсионеры, да, инвалиды, люди с ограниченными возможностями не выедут. А большая часть украинцев просто, сломя голову, таких очередей еще ни одна страна не видела, которые могут быть на границе с Украиной. Вот отношение истинных людей к тому, что происходит. Тогда можно было бы понять. А сейчас они могут рассказывать все, что угодно. Но только факты – упрямая вещь. Да? И мы можем видеть то, что происходит с экономикой,
с рабочими местами, с социальной сферой, с коммуналкой, с возможностью прокормить семьи, с правами человека, вот, например, как мать, да, которая там спасала сына, непонятно, умерла, выжила, да, уже разная информация, но тем не менее это доведение было такого. Официально вроде вышло. Ну, официально. Но Ну, это опять-таки, официально. я тоже в прямом эфире у себя эту историю с Мирефой, история в Мирефе, описывал. Проблема в том, что вот все говорят, ну вот плюются на этих журналистов, говорят вообще все, там журналистика умерла, все. То есть, смотрите, это большая ошибка. Журналистика, она будет жить. Да, есть условия, которые ставят там журналистов власти, есть издания местные, есть корпункты. Это все нужная система. Ее нужно развивать, а не уничтожать. И относиться к ней наплевательски нельзя. Если бы была нормальная журналистика, да, вот у нас в стране, в Украине, тогда бы к этой матери ее бы нашли, приехали, взяли у нее короткий комментарий. Это сам факт и подтверждение того, что она жива. Да. И что вот это слухи о смерти в скорой, это типа ИПСО для того, чтобы расшатать и как бы подбросить угольку в эту печь. И это функция журналистики. Но по идеологическим причинам к этой матери никто не приедет. Потому что как это? Она же препятствовала святой бусификации. Как это? Она же мать этого уклониста. Хотя там история другая была, что вроде как мужик пошел нормально, то есть без всего, просто потом подъехала мать и начала уже бросаться. Ну, то есть это официальная версия. Опять-таки, можно ли верить официальной версии ТЦК? Нет. Потому что у нас Винницкий ТЦК выходит, говорит, все, мы переезжаем в больницу. В больницу переезжаем. Или там в Центр административных услуг. Потому что начали обстреливать ТЦК. Вообще, конечно, происходит очень интересный... А зачем он это говорит, вы думаете, да? Вот зачем об этом говорить? Переезжайте, ну тихо переедете. Тихо переедете. Зачем об этом говорить? Чтобы туда прилетел? Просто понимаете, какая история, Александр? Вообще, вот этот 4-й год войны, он, мне кажется, во многом знаковый. Вот эти удары по ТЦК, которые там воспринимаются, ну как, людьми, да, то есть обычными комментаторами, где там человек может высказаться, да, по этому поводу, вот эти все нападки, а если ты там сбрасываешь координаты военкоматов, зачем их сбрасывать? Все прекрасно знают, где... Ну, это произошло в какой-то... Это переросло в какой-то перелом определенный. Определенный перелом. Понятно, что есть меры безопасности, и этого не будет, но следующий шаг со стороны, например, Российской Федерации, это будет открыть границы для украинцев. Вот то, о чем вы говорите с точки зрения Запада, да, точно так же, но с точки зрения Востока. Подумать, там, Беларусь, не Беларусь, еще... Ну, понятно, что это невозможно, не выпустят, но когда, простите, пограничники сами бегут, когда... То есть... Мне кажется, что в этом направлении вот следует, может, я не знаю, там, через год еще войны, через 2 года еще войны, хотя, мне кажется, все закончится в этом году. Вот эти все наши с вами разговоры, да, вот тот пласт тем, который мы сегодня подняли, мне кажется, в этом году точно это все ведет к концу. Но, тем не менее, да, просто следующей такой акцией будет не удары по ТЦК, когда там люди просто радуются и говорят, вот твари, по делам им. А, например, вот что-то вот из этой серии, да, потому что ты официально вообще из Украины выехать не можешь, имеется в виду в Российскую Федерацию. И они сделают, почему в Российскую Федерацию? Потому что через Российскую Федерацию можно домой к себе попасть, на оккупированную территорию. Можно, в принципе, в другую среду, не украинскости, попасть и быть плюс-минус, ну, то есть это будет следующий конек, на который будет играть, ну, идеологический Кремль. Я в этом уверен просто. И эта система, которая поедает сама себя, она вот пропустит еще и этот удар. Ну, может, немножко позже. Может, уже во время там перемирия. Может, во время там после подписания. То есть это будет еще один удар. Но, тем не менее, вот как вы оцениваете вот эту историю с ТЦКшниками и отношением к этим ударам? Ведь это не только военный шаг Российской Федерации. Это военно-политический и где-то уже даже идеологическая кампания. На самом деле это в первую очередь идеологическая кампания и политическая. В первую очередь. И
Россия нащупала тут такую тонкую нить, которая трогает каждого украинца. И действительно, реакция людей в соцсетях, она прям отображает внутренние процессы социальные, которые сейчас происходят на территории, которую контролирует Зеленский, да, вот на территории Украины. Она отображает полностью отношение людей к его системе. Когда люди радуются ударам по этим ТЦК. Люди не боятся даже написать. Потом уже взвыли, да, там сторонники Зеленского, да, не только сторонники, ну такие правые, там типа Швайки, да, и прочие, которые сказали, что к этим людям необходимо относиться как к военнопленным, отправлять их на передок, там разгребать завалы и прочее. Ну то есть, что это неправильные люди. Ну ты всю страну на передок-то не отправишь. Останется только 2 области, да, в которой вы будете жить. Может быть, в этом цель, я не знаю. Может быть, они действительно хотят Украину скукожить до уровня 3-4 областей, в которых они будут править и с утра до ночи петь гимн «Батька Бандеры», да, украинские поменяют, разумеется, потому что он не будет вписываться в ту категорию. Вот. Может быть, так они это видят, я не знаю, да, потому что вот такие заявления, что все, которые вот против ТЦК, которые радуются, они там прям должны прям идти на передок, вот, как военнопленные. Но, тем не менее, это отношение... Это срез общества, это настоящая социология на самом деле, отношение к ТЦК, потому что большего врага для украинца, причем не только мужского пола, но и женского, потому что у каждого мужчины есть мать, вот, жена, дочь, возможно, да, которая против того, чтобы его насильно забрали и убили. Причем за что? Они ж не объясняют, за что. Одно дело, там, как раньше, да, там у добровольцы шли, да, за идею, а сейчас за идею не идут. Сейчас у людей большой вопрос, почему я или мой сын, или мой отец должен идти погибать, когда дети Зеленского не созданы для войны? Когда сын Верещук призывного возраста живет за границей. И так мы можем перечислять. Причем всех высокопоставленных взять, у всех у них есть дети, ну они, видите ли, не созданы для войны. Когда вот это вот, простите, харя лысая, которая выступает, видосики снимает, говорит, что его убьют, поэтому он боится, не пойдет воевать, а другие что, бессмертные? И понимаете, Александр, за 3 года у людей, даже тех, которые там хотели бы идти воевать, у них накапливаются эти вопросы, они понимают, слушайте, а нас-то развели очень страшно и жестко. И может быть настоящий враг не там, не Россия враг, а вот этот, ТЦК, да, вот эти идеи, потому что только враг может себя так вести, как по отношению к этой женщине. Их что, не матери рожали, что ли? Когда ты видишь, что это пожилая женщина за этот автобус хватается, ну выпустит этого мужика, ну что с тебя убудет, ну не убьют тебя, да, ну это что, принципиально было? Нет, они вышли, силой оторвали ее, да, и уехали, чтобы она потом упала на землю, непонятно, что с ней дальше. Это ж показатель, это враг только так может делать. Так немцы делали в 40-х годах, понимаете? То есть это не может делать, да, это не может делать украинец по отношению к украинцу. Это просто меня это эмоционально возмущает. Сколько ненависти должно быть к неизвестному тебе человеку. Ты ж его не знаешь. Первый раз в жизни, и ты его ненавидишь. Когда ты руки ломаешь, избиваешь, вот так вот заталкиваешь. Это мерзко, просто мерзко. И понятно, что люди радуются. Я прям уверен, они будут продолжать радоваться. И следующий шаг, вы говорите, я не знаю, какой следующий шаг сделает Россия, но если, например, Украина запретит там обновление паспортов, да, на территории Европы, вот, и мужчины там будут без международного паспорта, не смогут передвигаться, может быть, Россия предложит им какие-то документы, может, справки, я не знаю, да, то есть, с точки зрения идеологии мы можем моделировать различные события, но то, что Россия вот эту нить нащупала, да, с ТЦК, это прям видно. Потому что мы в прошлый раз, когда с вами видео записывали, там был первый или второй удар, да, и мы еще тогда не понимали. Мы говорили, может быть, это будет как последовательность, может, это было случайно, может, по наводке. Оказывается, это прям, как бы спланированная акция, которая вскрывает вот это вот нутро, внутренность, которая сейчас есть в украинском обществе. И вскрывает не в смысле нутро, что там вот украинцы такие, они радуются смертям ТЦК. Нет. Просто украинцы радуются смертям своих мучителей. Радоваться смертям нельзя.
Я призываю всех. Я, например, не могу радоваться ничьей смерти. Я считаю, что это не по-христиански, это неправильно. Я могу радоваться, если этих негодяев, которые избивают людей, посадят в тюрьму, я буду радоваться. Это по праву, это по заслугам. Смертям радоваться не могу. Не важно кого, да, гражданин какой ты страны, что ты сделал. Ну, я вот, например, не могу. Вот. Ну, и люди по-разному, да, у всех свой разный моральный порог, да, и тем не менее... Вот эта вот поддержка, это уже такой крик отчаяния по отношению к происходящему. Ну и вообще эти линии раскола, вы же видите, там по языку, на Ну, это русском, там, просто. по-русски Это говоришь, просто. значит, враг. Там, не любишь ты ухилянт, значит, ты за Путина. Даже вот комиссию сколотили и нашли в Украинской Православной Церкви след российский, ну, то есть причастность в РПЦ. Причем интересно, что причастность к РПЦ УПЦ нашли в документах РПЦ, а не УПЦ. Сложно звучит, но суть в этом. То есть они изучили документацию РПЦ и говорят, все, а те показывают свой устав, говорят, мы же нет, мы же вот украинцы, мы же еще тогда, мы же вот. Не, ничего, Ануфрия гражданства лишаем, комиссия, вот вывод есть, дальше последуют юридические процедуры согласно закону, в общем, будут закрывать, судя по всему, после вот этой экспертизы, которую выдали, понимаете? То есть все, то есть УПЦ тоже враг, тоже линии раскола такого, знаете, очень серьезного прослеживаются, которые ты уже ничем не замажешь, потому что сделано слишком много шагов, которые назад уже не откатить. Или откатить? Мне кажется, нет. Пройдена та точка невозврата, да, после которой можно было нормализовать. Они наплодили столько ненависти. То есть вот отношения, да, к русскоязычным. Сейчас уже перешли на детей. Вот это вот Лещик, да, или как ее там, омбудсмен детский, заявляет, что на детей можно не обращать внимания, если они говорят на русском языке. А как же там 10-я статья, да, или, которая, про защиту там языка, защиту прав. А как же статья Криминального кодекса 161 про разделение на религиозной, языковой, этнической, да, национальной почве, которую, кстати, мне почему-то инкриминируют. Хотя я на украинском телевидении, я очень хорошо знаком. Я как говорил Остап Бендер, не святой, да, и не херувим, крыльев за спиной не имею, но чту уголовный кодекс. И ни разу ее не нарушал, то есть не разделял. Ну ладно. Вот они сейчас взяли это как государственную политику и фактически выстроили эту линию раскола. С одной стороны, это украинцы, которые должны быть, какими они должны быть, по мнению всяких Швайки, Буткевича, да, окружения Зеленского, вот настоящий титулованный украинец должен быть именно такой и никакой другой. И вот есть не украинцы, а зрадники, то есть изменники. Неважно, юридически ты изменник, фактически изменник, или тебя таким назвали, но если ты русскоговорящий, читаешь Пушкина, Лермонтова, Достоевского, у тебя есть связь с Украинской Православной Церковью, ты ее прихожанин, вот, слушаешь, не дай бог, еще и российскую музыку, да, а если еще у тебя там родственники какие-то в России жили, значит, ты зрадник, то есть ты не украинец. Они этот раскол посеяли, они разделили Украину на две части. Только я подчеркну, что та часть, которую они считают титулованными украинцами, первым сортом, как раньше говорили, это 2-3, максимум 4 области. Вся же остальная Украина под эту классификацию не подходит. Многие из-за страха в публичных местах начали переходить исключительно на украинский язык. Я ничего против украинского языка никогда не имел, общаюсь на 2 языках. Но люди, которые всю жизнь были русскоговорящими, никогда не общались на украинском, с трудом проговаривают. И у них из-за того, что они переходят не по внутреннему какому-то зову сердца, да, вот и мы считаем, что вот теперь только на украинском, а потому что так надо, у них отторжение появляется. И вот это отторжение, оно рано или поздно будет трансформироваться протестное настроение. Понятно, я не говорю, что будут протесты выходить, но некое протестное ядро, которое будет формироваться вокруг, возможно, религии, вокруг культуры, вокруг языка, оно будет укрепляться.
И может быть не это, но следующее поколение. Да, вот сейчас там люди, которым по 18 лет. Плевать они хотели на то, что пропагандирует Зеленский, на его Бандеру, Шухевича и прочее. Да им без разницы, они хотят... Дайте нам жить, слушайте, уберите эту свою идеологию. Мы хотим получить образование, жить, зарабатывать, чтобы бомбы не летали с неба. Все. А дальше вы хотите себе там иди. Вот это вот по факту, с одной стороны, такое либерализованное, да, общество, а с другой стороны, очень протестное, да, которое может сыграть злую шутку против существующего режима и против существующей концепции, которую начали выстраивать на территории Украины. А более того, действия России на фронте, да, действия Запада по отказе в поддержку, сложная ситуация на линии разграничения, возможность разлома, да, линии фронта и продвижения дальше, она усиливает риски для этой системы. То есть эта система, она недолгоиграющая. Ей осталось на самом деле очень и очень мало. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.